Ребятки, всех приветствую! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю видео по вашим просьбам. Тематика сегодняшнего расклада будет перспективы поиска работы в рамках загаданного вами времени. Почему именно вами, а не мной? Потому что, по сути, это видео вам может попасться и через 3 месяца, и через полгода. Да? Соответственно, на момент просмотра вы сами себе ментально будете устанавливать сроки. Для кого-то неделя, для кого-то месяц, у кого-то полгода. То есть каждый здесь варьирует сам. И карты вам покажут, сможете ли вы в рамках установленного периода найти деятельность, то есть найти себе работу. Если карты покажут нет, мы посмотрим почему и можно ли это исправить. Если карты покажут, что да, мы посмотрим, какие усилия вам еще необходимо будет приложить для того, чтобы получить максимально эффективный результат. Сегодня у нас с вами будет 6 вариантов работы с колодой Marigold Таро. Поэтому вы выбираете или ту карту, которая на вас смотрит, или можете загадать с точки зрения нумерологии один из 6 вариантов и на него ориентироваться. А мы с вами приступим. Итак, найдет ли работу тот, кто загадал первый вариант? Найдет ли работу тот, кто загадал второй вариант, третий, четвертый, пятый и шестой. Сейчас подвину немножко арканы, чтобы они вам были хорошо видны. И мы с вами приступим. Если вам нужно больше времени, вы ставите видео на паузу, концентрируетесь и настраиваетесь на карты. Соответственно, выбираете вариант. Если вы уже готовы, то мы с вами продолжаем. Для тех, кто у нас выбрал первый вариант по аркану суд. О чем говорит эта карта? В первую очередь она указывает на ситуацию смены деятельности и смену поиска ниши. Из серии вы были бухгалтером, искали в нише бухгалтерии, но теперь понимаете, что не то пальто, нужно быть сконцентрированным на других задачах и, соответственно, будете искать другой профиль. Открывая колоду, будет ли для вас это оправдано? По тузу жезлов однозначно да. Эта информация не только для бухгалтеров. Тут просто идет речь о том, что вы будете менять концепцию поиска. То есть искать не в той структуре, где вы искали раньше. И вот тогда для вас это будет успешным. И работу в рамках загаданного периода вы найдете. Да, возможно, здесь работа вас не совсем будет устраивать. И для кого-то это будет этап переждать до лучших времен, то есть как финансовая поддержка. Так ли это? Давайте мы посмотрим, устраивает ли вас, точнее, будет ли вас устраивать найденный вариант. Рыцарь жезлов, девятка жезлов и аркан мир. Могу сказать, что по этим картам более чем. Почему? Потому что, во-первых, десятка чаш. Вы довольны здесь по ситуации, вы ощущаете зону комфорта. Более того, здесь видите перспективы роста. И здесь, видите, ощущать себя защищенными. Потому что рыцарь жезлов, девятка жезлов и мир. То есть вы как прекращаете свои поиски. Вы довольны результатом и пытаетесь здесь закрепиться и получить перспективы развития. Что само по себе является верным, планомерным и даст вам максимальный эффект. Но еще раз делаю акцент на том, что здесь, чтобы добиться максимального результата, вам нужно сменить фокус поиска. То есть, допустим, если вы были юристами, то искать работу не в юротделе, может быть, какие-то смежные профессии, специализации, потому что, как показывает аркан, здесь четко уходить в иное. Об этом даже говорила, здесь подсказывал вам туз жезлов. И тогда это будет эффективным и даст вам максимальную выгоду. Так, смотрим и анализируем для тех, кто у нас выбрал второй вариант. По аркану повешенный, к сожалению, нет. Застой, зависание ситуации, отсутствие перспектив поиска, отсутствие возможностей. Давайте смотреть почему. Что же здесь не так, где собака порылась. Те, кто выбрал второй вариант.
Паж Пентаклей, десятка жезлов и аркан сила. Карта указывает на нехватку опыта, навыков, знаний, которые необходимы для той деятельности, которую вы ищете. Особенно это касается тех, кто, допустим, у кого языковой барьер, вы находитесь за рубежом, и как следствие нет возможности успеть все и сразу подтянуть эти знания. Но вот здесь как раз из-за отсутствия возможностей, перспектив, стажа, сколько бы усилий не прикладывали, это все будет впустую, это все будет в холостую. Даже больше того, дно колоды, посмотрите, десятка мечей. Здесь я даже не вижу перспектив, как говорю, найти работу чернорабочим, либо работу с самым низким уровнем оплаты труда, потому что, как показывают арканы, ну и вы, конечно же, здесь не захотите размениваться, да, но и здесь ситуация, которая показывает, что нет возможностей, нет перспектив. Можете ли вы повлиять на ситуацию в рамках загаданного периода? Можете ли вы повлиять на ситуацию? Туз жезлов, луна и четверка жезлов. Карты и девятка чаш, дно колоды. Если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе. По этим арканам, если смотреть, здесь нужно искать работу хотя бы на дому, подработку. Либо работать у кого-то в частном порядке, либо искать работу дистанционно, которая вам позволит зарабатывать из дому. Особенно, еще раз говорю, это касается тех, кто находится за рубежом. То есть вы дистанционно ищете работу в своем регионе, работу онлайн, которая вам позволит работать, зарабатывать, ну и как следствие держаться на плаву. Во всяком случае, пусть на некий промежуток времени, потому что другой возможности у вас здесь нет. Тем более дно колоды девятка чаш показывает, что вы будете довольны таким положением вещей и развитием ситуации, если последуете рекомендации карт. Я, конечно же, здесь еще проанализирую для вас, нет ли здесь каких-то энергетических блоков и деструктива. Императрица, маг и тройка пентаклей. Я не вижу здесь деструктивных программ, карты, которые показывают четко, что вы сам себе хозяин, сам, скажем так, куратор своей судьбы. И более того, возможности работы и заработка здесь открыты, нужно приложить только усилия. Но опять же, императрица, маг и тройка пентаклей, как правило, это специалист, который либо работает фрилансером, либо работает сам на себя, предоставляет услуги в индивидуальном порядке. То есть будь то вы печете торты, там, делаете маникюр, занимаетесь репетиторством, либо какими-то прочими вещами, либо дистанционно обрабатываете какие-то заявки и, как следствие, сами курируете свой график. Вот это для вас будет наиболее оптимальный вариант. Здесь нужно только озадачиться перспективами поиска таковой работы, но, как показывает аркан, искать ее в другом регионе. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас выбрал третий вариант. То есть найдете ли вы работу в рамках озвученного, загаданного вам времени. Если вы король чаш, то есть мужчина водной стихии, рак, скорпион или рыбы, то, конечно, ситуация здесь зависит от вас. Вам удача улыбнется, и вы найдете работу своей мечты. Если вы не являетесь представителем водной стихии, то здесь речь идет о ситуации, что в поиске работы вам должен поспособствовать вот этот человек. Ну, давайте посмотрим, что по итогу. Найдете ли вы здесь работу? Звезды, двойка жезлов и король жезлов. Могу сказать, что здесь через длительный период ожидания, он здесь у вас может быть более 2 месяцев, из подачи и протекции третьего лица, как показывают карты, вы действительно здесь получите работу, пройдете стажировку. Более того, у многих здесь по пятерке жезлов это будет обучение и стажировка за счет компании. Арканы показывают, что вам нужно делать. Туз жезлов, смерть и шестерка колец, она же шестерка пентаклей, не бездействовать, приложить усилия, менять свой формат, прорабатывать свою гордыню. То есть если вам не камильфо кому-то обращаться за помощью, то есть нужно сменить свои убеждения, потому что шестерка пентаклей, она же шестерка колец, это и есть ситуация, где вот, говорю, да, рука руку моет. То есть здесь без чьей-то помощи или поддержки получить вакансию, работу, трудоустройство вам будет крайне сложно. Поэтому хотите вы того или нет, если вы озадачены и обеспокоены поиском работы, здесь вам нужна помощь извне.
Если вы не последуете совету карт, оставите все как есть, то королева монет, пятерка мечей и мир – это остаться ни с чем. Остаться при своих убеждениях, при своей гордыне, но без результата. Поэтому взвешивайте все за и против и принимайте решение. Для тех же, кто у нас выбрал четвертый вариант по пажу чаш. Паж чаш – это сама по себе карта коммуникации, карта общения. На перспективу трудоустройства она не говорит. Она больше указывает на возможности связи, общения, кооперации, которые вам помогут в трудоустройстве. Поэтому давайте мы с вами проанализируем, получите ли вы работу в рамках загаданного вами периода. Четверка монет, королева мечей, и здесь падает семерка колец. Это вопрос перспективы ожидания. В чем-то инфантильный подход к поиску работы и вообще к ситуации будет отображаться на качестве того, что вы получаете. То есть здесь ответ нет. Хорошо, что вам нужно сделать, что нужно изменить, чтобы все-таки получить работу? Тройка пентаклей, десятка пентаклей и девятка жезлов. Это подавайте резюме в крупной компании, в корпорации. Здесь не рассчитывать сразу, если смотреть по этим арканам, на работу, знаете, как вышестоящими лицами, то есть там в топ-менеджменте. Здесь, как показывают арканы, там вопрос работы младшим специалистом. Не всех это будет устраивать в силу вашего возраста, стажа и опыта работы, который у вас есть за плечами. Но, иными словами, здесь нужно здраво смотреть на ситуацию, несколько умерить аппетиты и понизить свои амбиции. Согласиться на то, что пока предлагают, с целью, чтобы потом показать, проявить себя и вырасти в компании, получить ту должность, о которой вы мечтаете. Потому что жрица, сила и восьмерка жезлов – это не то чтобы хитрый план, это научиться чувствовать ситуацию, приложить максимум усилий, тогда вы получите результат. Но здесь вам придется начинать четко с низов. Тем более, что карта пажа чаш, это, знаете, как из серии работа чернорабочим, работа младшим специалистом, принеси, подай, но как есть, все мы с чего-то начинаем. Если смотреть и анализировать ситуацию, для тех, кто выбрал пятый вариант, здесь ложится паж жезлов. По сути, как бы аналогичные ситуации. Паж жезлов очень часто указывает на работу курьером, доставщиком, человек, который может заниматься копирайтингом. Но мы будем смотреть в целом, о чем для вас здесь говорит этот аркан. Прям пошли две карты, хорошо. Так, башня, восьмерка колец и семерка жезлов. Это даже ситуация, когда вам сказали, что вы прошли собеседование, приняли ваше резюме, а потом в последний момент вам здесь могут отказать в вопросах трудоустройства. Даже дно колоды рыцарь жезлов здесь искать для себя альтернативу. Дурак, король жезлов и десятка жезлов. Работу будут найти очень тяжело. Это действительно так. Король жезлов, четверка мечей, десятка чаш. Но вот здесь в рамках загаданного вами периода застой. То есть я не вижу здесь вопросов трудоустройства. Может быть какая-то разовая подработка, но не более того. Хорошо, что вам нужно сделать, чтобы найти работу? Что нужно предпринять, да? Шестерка чаш, тройка чаш и шестерка колец. Здесь, к сожалению, нужно обращаться к своему окружению. Опять же, может быть, возвращаться на прошлое предприятие, либо в ту нишу, в которой вы работали ранее. Об этом говорит шестерка чаш. Ну а в целом вот эта связка шестерка чаш, тройка чаш – это кооперация, это обращаться за помощью к друзьям, к родственникам, к одноклассникам, возможно, к бывшим коллегам, которые поспособствуют, окажут вам помощь, протекцию в вопросах трудоустройства. Потому что самостоятельно я не вижу, что вы здесь нашли то, что ищете. Я не говорю, что работа, которую они вам найдут или вам дадут, вас целиком и полностью будет устраивать, но, по крайней мере, она поможет вам закрыть на некий период финансовые проблемы, то есть те ситуации, которые для вас являются острыми, наболевшими. Поэтому вот так. Для тех, кто у нас выбрал шестой вариант по пятерке жезлов. Очень большая конкуренция, особенно в той нише, в которой вы ищете работу, борьба. Ну, давайте смотреть, чем же для вас обернется эта ситуация.
Колесо фортуны, туз чаш, семерка мечей. Это правдами и неправдами получить работу мечты. Это может быть неофициальное трудоустройство, не будем говорить о нелегальном, но здесь хороший доход, хороший заработок, фактически работа мечты, от которой вы получаете удовольствие, да, но заработная плата здесь может быть в конверте. Поэтому, ну, кто ищет, тот всегда найдет. Могу сказать, что усилия вы прикладываете здесь в верном направлении. Тем более, если мы с вами посмотрим шестерка колец, двойка жезлов и звезда, это как реализация мечты. Более того, здесь может быть как основная работа, так и подработка, несколько видов деятельности. Или в рамках одного предприятия вы можете тянуть, ну, там, 2 должности, 2 назначения. Как следствие, за счет этого получать больше дохода. Кто-то может, конечно, работать сверхурочно и перевыполнять план, но факт остается фактом. Здесь карты говорят о возможностях и перспективах действительно найти, как говорю, хорошее рыбное место, потому что двойка чаш, дурак и жрец указывают и на перспективы новой работы, сотрудничества, контракт, союз, более того, обучение, профессиональная реализация и стабильность. Поэтому поздравляю тех, кто выбрал 6-й вариант. У вас, наверное, один из самых перспективных вариантов здесь в раскладе в целом. Вот такая информация. От вас в любом случае по прошествии периода жду обратной связи, как это отыграется в вашей жизни, какие события произойдут, поэтому будет важно ваше мнение. Если видео для вас было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Для тех же, для кого актуальны вопросы индивидуальных консультаций или обучения на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь, до новых встреч!